Великолепие, пронесенное через века. Именно такое впечатление производит столица Австрии, особенно на тех, кто впервые посетил этот роскошный город. Здесь из окон старинных кондитерских доносится упоительный запах кофе, а рядом с Хомбургом ведут неспешные беседы ожидающие клиентов фиакры. Дворцы династии Габсбургов, архитектурные шедевры готики и барокко, изящные улицы, по которым когда-то гуляли гениальный Моцарт и прекрасная императрица Сиси. Это лишь небольшая часть из того, что можно посмотреть в этом городе. И сегодня мы с вами отправимся в полностью пешеходную экскурсию по центру Вены. Мы пройдемся по каноническим местам, попробуем легендарные блюда, узнаем интересные исторические факты и просто приятно проведем время. Большая часть прогулки будет проходить здесь, вокруг императорского дворца Хомбург. И для этого есть весомая причина. По сути, это город в городе, окруженный красивыми парками и элегантными кафе, в одно из которых мы отправляемся прямо сейчас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И давайте начинать! К вашему вниманию представлен удивительный Пальмхаус в роскошном Бургардене. Построенный в 1822 году как теплица и зимнее убежище для тропических растений, в настоящее время является домом для одного из самых впечатляющих мест для встречи с близкими. Атмосфера здесь единственная в своем роде. В любое время вы можете посмотреть на сад или огромные экзотические растения внутри стального и стеклянного фасада. Под монументальным куполом расположены коктейль-бар, кафе и ресторан с вкусной кухней и винным погребом с лучшими сортами вин. И на мой взгляд, это идеальное место для завтрака, которое вдохновит вас на целый день. Меню здесь такое же элегантное, как и интерьер. Несмотря на то, что меню небольшое, позиций для завтрака несколько. Мы выбрали ларж, и это несмотря на то, что была позиция именно с венским завтраком. Но мы посчитали, что эта позиция была с легким обманом, потому что традиционный венский завтрак предполагает то, что у вас будет обязательно яйцо, колбаса, либо какой-нибудь прошутто и сыр. Также дополнительно могут подавать хлеб и круассан. Поэтому мне кажется, что это именно настоящий традиционный венский завтрак. Ну и, конечно, как же традиционный завтрак без чашечки меланж. Идеальное начало дня. Такой завтрак вам обойдется в 16 евро. Следующая наша локация находится в нескольких шагах. Мы выходим из замечательного кафе и поворачиваем направо. Это настоящие джунгли внутри большого города. Вокруг нас летают около 500 бабочек, 40 различных видов. И все они находятся на расстоянии вытянутой руки. Вот, пожалуйста, они летают вокруг тебя. Они здесь иногда лениво просто висят на ветке. Но такое ощущение, что ты просто попал в какую-то волшебную сказку. И это настолько удивительно, что такое потрясающее место находится внутри города. Если вы путешествуете с детьми, обязательно посетите это место. Но даже если вы путешествуете в взрослой компании, все равно сюда придите. Это ощущение полное, что здесь сказка стала реальностью. Просто место максимально волшебное. Вокруг тебя постоянно летают эти невероятные бабочки. Ты смотришь вокруг себя. Единственная опасность, что ты можешь споткнуться и пасть, потому что твой взгляд постоянно витает где-то в воздухе. И тяжело оторваться от этого просто завораживающего вида, когда группа бабочек танцует у тебя над головой.
Следующая наша остановка – галерея Альбертина. Это уникальное сочетание роскоши и большого искусства. Начиналось все как относительно частная скромная коллекция искусств герцога Альберта. Сейчас же это один из самых значимых музеев в мире. Здесь находится одна из крупнейших и наиболее значимых в мире коллекций графики и около 1 миллиона старинных гравюр, современные графические работы, фотографии и архитектурные чертежи. В постоянной экспозиции Альбертины находятся наиболее интересные художественные работы за последние 130 лет, от французского импрессионизма до немецкого экспрессионизма, русского авангарда и современности. В этой комнате находится то, что можно пропустить, но что пропущенным не должно быть. Тогда, да и сейчас, этот рисунок кажется гиперреалистичный. Детали настолько хорошо проработаны, что невозможно поверить, что это можно создать руками. По подмалевку нанесены темной краской тени. Поверх них почти сухой кистью, гуашью проработаны волоски. Техника исполнения сходна с техникой другой известной студии этого периода – большого куска луга. Это один из первых рисунков, который художник подписал и продатировал, что показывает, какое отношение он уделял своей работе. Для меня было открытие, что в Альбертине проводят званые ужины. Подготовку к одному из них мы застали в соседней комнате. Сейчас мы выходим на одну из главных торговых улиц Вены. Kärntner Straße. Вместе с улицами Грабен и Кольмаркт образуют так называемую Golden U – подковообразную пешеходную зону. Здесь расположено большое количество магазинов, витрины которых задерживают на себе взгляд. И ты часто делаешь остановки, чтобы их оценить. Встречается несколько ресторанов и кафе, а также гостиниц, в том числе легендарный Захер. Отель в центре Вены, возле здания Венской государственной оперы, основан в 1876 году венским кондитером Эдуардом Захером. Пятизвездочная гостиница входит в список ведущих отелей мира, и она славится своей кондитерской с позиционированием, что именно там был создан торт Захер. Но так ли это на самом деле, мы выясним немного позже. И, конечно, вы не можете пройти мимо одной из самых важных и узнаваемых достопримечательностей Вены – собор Святого Стефана, ласково именуемый австрийцами Штефель. Он настолько огромный, что входит в десятку самых крупных соборов мира, но он поражает не только своими объемами, но и красотой. Вход сюда бесплатный, но если вы хотите потратить деньги, есть два варианта. Потрясающая внешняя красота собора гармонично дополняется его наполнением. Внутри хранится огромное количество различных исторических ценностей. Изысканные реликвии, украшенные золотом и драгоценными камнями. Как и в большинстве католических соборов, на окнах витражи, изображающие сцены библейских сюжетов. Чтобы по-настоящему проникнуться красотой, прочувствовать их, я рекомендую не торопиться к другим достопримечательностям, а тихонько пройтись по собору. За дополнительную плату можно подняться на башню собора, если не боитесь высоты, или спуститься в катакомбы, где хранятся останки австрийских императоров, если не боитесь призраков. Мы выбрали первый вариант. Собор располагает двумя обзорными площадками. На Южную башню нужно подниматься по лестнице, преодолев 343 ступени. На Северную башню можно подняться просто на лифте. И мы выбрали последний вариант, потому что нам еще предстоит много гулять, и здесь, на удивление, очень мало людей. Здесь не просто мало людей, кроме нас здесь вообще никого нет. И получить такую уникальную возможность насладиться городом с такой высоты – это просто везение. Особое внимание заслуживает необычная крыша собора. Уникальность заключается в ее ярких геометрических узорах, для создания которых архитекторы использовали более 230 тысяч разноцветных эмалированных плиток.
Яркой кровельной черепицей был выложен двуглавый орел императорского и королевского двора, а также герб города Вены и Австрии. Забыл упомянуть, подняться на Северную башню обойдется в 6 евро. Но если вы хотите сэкономить 50 центов и улучшить свою физическую форму, то, конечно, выбирайте лучше лестницу. И поднимаетесь на Южную башню. Выходя на площадь перед собором, ваш взгляд обязательно упрется в несуразное современное здание в окружении старинных домов. Это дом Хааса. В 19 веке тот был торговый дом Филипп Хаас и сыновья. Во Вторую мировую войну он был разрушен, и на его месте позже был построен современный торгово-офисный центр. Смотрится он как вставной зуб, но зато в нем красиво отражается Штефансдом. Изгиб дома повторяет контур римских оборонительных сооружений, которые были найдены здесь при строительстве нового здания. Ненадолго мы выйдем из нашей подковообразной пешеходной зоны и отправимся смотреть на очень интересные музыкальные часы Анкер-Ур. Любопытно, что такие знаковые часы обычно украшают главную площадь города. Эти же соединяют между собой два здания – страховой компании и супермаркета. Циферблат вместо цифр украшают гербы знатных австрийских семейств. Время часы показывают не по кругу, а линейно. Каждый день в 12 часов начинается музыкальное представление, которое длится около 15 минут. Перед циферблатом движутся фигуры, повествующие о значительных событиях в истории Австрии. Наша следующая остановка находится прямо за углом. На обед мы решили попробовать венский шницель и выбрали место с хорошими отзывами и отличной атмосферой. В классическом исполнении блюдо представляет собой большой тонкий кусок шницеля, который зачастую превышает размер тарелки и подается с долькой либо с кружочком лимона. Любопытно, что лимон раньше служил для того, чтобы отбить неприятный привкус масла, в котором данный шницель готовился, либо, может быть, не совсем качественное мясо. Сейчас же это просто традиция. Это очень вкусно. Я ожидала, что шницель будет похож на отбивные, которые я ела в детстве, но это совсем не так. Вкус очень интересный и насыщенный. Для того, чтобы понять, насколько австрийцы очень серьезно относятся к своему традиционному блюду, нужно понимать, что в законодательстве есть даже целый раздел, в котором указано, что венским шницель может называться только если он приготовлен из телятины. Теперь я хочу попробовать все-таки, как будет звучать блюдо, если выдавить на него лимон. Вкус по-прежнему насыщенный и больше чувствуется мясо. Так интересно оттеняет. Неплохо. Австрийцы знают толк в еде. Дом 19 по улице Бергасса – типичное здание в центре Вены. Уникальным его сделал один из жильцов. Почти полвека в доме располагалась квартира и рабочий кабинет Зигмунда Фрейда. Имя этого ученого знакомо даже тем, кто далек от психологии, а его вклад в развитие и изучение психоанализа бесценен. Несмотря на то, что многие его теории до сих пор вызывают критику в научном сообществе, неоспоримо, он один из первых понял, психологический комфорт очень сильно влияет на качество жизни. Всем, кому интересна забота о своем ментальном здоровье, это место в Вене очень понравится. На протяжении долгого времени я интересовалась психологией и хотела поработать со специалистом, но мне было некомфортно рассказывать какие-то очень личные вещи незнакомому человеку. И вот благодаря сервису психотерапии Zigmund Online, который поддержал выход данного видео, я наконец решилась. Zigmund Online помогает найти подходящего под запрос психотерапевта и дойти с ним до желаемого результата. На первой сессии познакомилась со специалистом. Он бережно отнесся к моему запросу, выслушал и задал вопросы, ответы над которыми я обдумывала несколько дней. Последующие занятия убедили меня в том, что, рассказывая проблемы родным или психотерапевту, это совершенно разные вещи. Специалист может направить, помочь разобраться, что именно беспокоит, посмотреть на вещи под другим углом. И главное, психотерапия – это не страшно. Да, это нелегко, но все проходит в очень комфортной атмосфере, и я обязательно буду продолжать работу над своим
своим ментальным здоровьем. В наши неспокойные времена это очень важно. Если вы хотите проработать свои запросы или проблемы, с которыми не можете справиться самостоятельно, мы вместе с Zigmund Online создали промокод Колпакова30. Он дает 30% скидку на первую сессию в сервисе. Ссылка будет в описании под этим видео. Возвращаемся к нашему маршруту. С 17 века улица Грабан считалась самой элегантной и самой дорогой. Но по сути это даже не улица, а узкая площадь. Здесь даже нумерация домов идет по кругу, как принято у площадей. Это место для состоятельных горожан, которых не пугают толпы туристов, элегантных классических зданий и роскошных бутиков. Ювелирные лавки, парфюмерные магазины украшают собой шикарный променад. Между торговыми точками ждут гостей модные рестораны и гастроном, известные деликатесами и кусачими ценами. Но если вы не хотите пробить дыру в вашем бюджете, я вам рекомендую зайти в H&M, который произведет на вас очень сильное впечатление. Здесь есть полное ощущение, что ты гуляешь не по масс-маркету, а по какому-то особняку. Дело в том, что когда-то в этом красивом доме располагался старинный универмаг. На фоне красивых деревянных интерьеров и крутых резных лестниц простые вещи H&M приобретают совершенно другое звучание. На последнем этаже расположен отдел женского белья, декорации которого напоминают будуар. А старинный лифт, который больше напоминает декорации к Хогвартсу, до сих пор выполняет свою прямую функцию. Каждый посетитель магазина может на нем прокатиться. В центре улицы возвышается белоснежный памятник с позолотой – чумная колонна. Издалека скульптура выглядит торжественно и красиво, но вблизи вам откроется картина глубокой скорби и человеческих страданий. Мраморный барочный монумент появился в Вене в 1693 году, когда город оправился после эпидемии чумы, унесшей 76 тысяч жизней. Прославляя Святую Троицу, архитектор символически разделил столб, состоящий из скульптурных изображений человеческих тел, ангелов и облаков, на 3 части. Коронует композицию позолоченный крест. Гуляя по Грабан, не пропустите спрятавшуюся на одной из прилегающих улочек барочную церковь Святого Петра. Фасад увенчанного зеленым 56-метровым куполом сооружения сжимают с 2 сторон наклонные симметричные колонны. Внутреннее убранство поражает даже тех, кто знаком с роскошными интерьерами римских храмов. Взгляды притягивают позолоченная лепнина, скульптурные композиции и дивные картины. Когда ты гуляешь по городу, наслаждаешься достопримечательностями, бывает тяжело выделить время на быстрый перекус. Но хорошо, что в Вене можно это сделать очень легко и даже немножко попробовать именно традиционный вариант еды. Для быстрого перекуса идеально подходят колбасные ларьки или Würstelstand. несколько видов настоящих венских сосисок подают в нарезанном виде с куском хлеба. Плюс можно добавить по желанию квашеную капусту, соленый огурец и соусы. Или можно выбрать вариант хот-дога по-австрийски. Это когда сосиски в цельном виде утрамбовываются прямо в батон. И при желании также добавляются те же ингредиенты – капуста, огурец, соусы. Мы взяли самый традиционный вариант – это сосиска с сыром. Неплохо. Называется она Käsekreiner. Такой перекус обойдется в 7 евро, и по размеру эта порция заменит вам полноценный прием пищи. Элитная Грабан упирается в еще более помпезную Кольмаркт. В 16 веке здесь шла активная торговля углем. Кольмаркт переводится как площадь угля. После возведения императорской резиденции Хохбург это место облюбовали состоятельные купцы и производители эксклюзивных товаров.
И сегодня здания Гламурной улицы украшают витрины дизайнерских магазинов. Живет тут в основном успешная аристократия и буржуазия преклонного возраста. В конце улицы с правой стороны вот уже более 200 лет продает невероятные сладости кондитерская Демель, бывший официальный поставщик десертов императорского двора. В меню этого храма пирожных яблочный штрудель, пряники и, конечно, знаменитый торт Захер, который в 1832 году придумал венский кондитер Франц Захер. А дело всего лишь в бисквитном корже, абрикосовом конфитюре, шоколаде и взбитых сливках. Именно эти 4 ингредиента превратили торт в символ целой страны. Отличительная особенность ноу-хау этого лакомства – слой абрикосового конфитюра, который когда-то помог разрешить спор между двумя сторонами, чьи творения претендовали на название оригинального Захер-торта. Первый судебный спор за право называть торт оригинальным случился между Демелем и Захером в 1934 году. И тут нужно изучить вопрос максимально детально. В 1832 году юному Францу Захеру, работавшему помощником кондитера на кухне министра иностранных дел, поручили приготовить праздничный торт, разумеется, из шоколада, в то время самого дорогого и изысканного лакомства. Торт всем понравился, но постепенно забылся, а Франц Захер открыл собственный ресторан в Вене, где торговал вином и деликатесами. Старший сын Захера, Эдуард, получил образование в авторитетной венской кондитерской Демель. Там же он несколько изменил рецепт торта. Торт Захер первоначально продавался только в кондитерской Демель, а уже с 1876 года в основанном Эдуардом отеле Захер. После смерти вдовы Эдуарда, Анны Захер, и банкротства отеля Захер в 1934 году их сын, также Эдуард, продал подлинный рецепт Демелю. С тех пор демелевский торт продавали с шоколадной медалью с надписью «Эдуард Захер, Вена». В 1838 году новый владелец отеля Захер зарегистрировал название Original Захер торты в качестве торговой марки и не только продавал торт посетителям отеля, но и изготовлял их на продажу. В 1954 году владельцы отеля обвинили кондитерскую Демель в использовании зарегистрированного названия, после чего последовал долгий судебный процесс о праве на название. Представитель кондитерской Демель утверждал, что в оригинальном рецепте Франца Захера не было второго слоя абрикосового конфитюра в середине торта. Также в варианте, принятом в отеле, некоторое количество масла заменяется обычным маргарином, поэтому этот рецепт не может называться настоящим. К консенсусу пришли в 1963 году. Название Original Захер торта с круглой шоколадной медалью сохранили за тортами, которые изготовляет отель Захер, в то время как торты из кондитерской Демель должны быть украшены треугольной медалью Эдуард Захер торты. Сейчас этот вариант официально называется демелевским тортом Захер. Как хорошо, что при всех этих разборках никто не знал о существовании торта Прага. Ну что, теперь попробуем этот торт на вкус. Торт немного суховат, поэтому понимаешь, почему сюда добавляют взбитые сливки. И, в принципе, все это очень вкусно. Минус – это стоимость. Такой кусочек вам обойдется в 7,50. Это очень дорого. Но стоимость торта, конечно, входит в волшебная атмосфера. Как я уже говорила, кондитерская была оригинальным поставщиком сладостей для императорского дворца. Ее завсегдатой была императрица Сисей. И невероятно, что сегодня у каждого есть возможность попробовать и насладиться пирожными и шоколадом по тем же рецептам. А еще здесь можно посмотреть, как готовят кайзершмарн, по одной из легенд любимое лакомство австрийского императора Франца Иосифа. Для приготовления кайзершмарна используется тесто для сладких блинчиков, мука, молоко, яйца, сахар и щепотка соли. Тесто выливается на сковороду и жарится до тех пор, пока нижняя сторона не будет готова. Затем тесто в процессе поджаривания разделяют лопаточкой на небольшие кусочки и зажаривают до образования хрустящей корочки. Кайзершмарн подают, посыпав сахарной пудрой, обычно с ванильным соусом или сливовым пюре, или отварной сливой. Аромат невероятный, так что я не удержалась и решила попробовать кайзершмарн. И скажу честно, этот вариант намного веселее. Аромат просто Рождества. Ну что, погнали пробовать. Это очень вкусно. Такое тесто очень нежное. И скажу честно, что
Я больше рекомендую вам попробовать это блюдо, потому что тоже в Захере, несмотря на то, что входит в обязательную программу, когда приезжаешь первый раз, но это блюдо намного интереснее. Ну что, друзья, на этой сладкой ноте предлагаю заканчивать видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Пока-пока. О, Господи! Подожди минутку. Сори. Готов? Коллеги. Все.